Здравствуйте, друзья! Сегодня я представляю на ваш суд миниатюрную инжекционную газовую горелку, которую я изготовил из всякого хлама. Дизайн этой горелки позволяет легко вносить изменения в уже готовую конструкцию, на которой я опробовал два разных сопла. Сейчас мы вместе с вами изготовим простейший вариант этой горелки. Для этого проекта нам понадобится минимум деталей и материалов. И как всегда, в качестве источника тонкостенных трубок я буду использовать телескопическую антенну. Диаметр трубок телескопической антенны кратен 1 мм, а нам понадобятся две секции диаметром 12 мм и 5 мм. Давайте сначала отрежем заготовку для корпуса нашей горелки согласно чертежу. Затем мы можем подровнять место распила и убрать заусенцы. Если теперь мы закатаем край трубки с помощью электродрели, корпус нашей горелки будет готов. Внешний диаметр этой шайбы нам нужно подогнать под диаметр корпуса так, чтобы шайба входила в корпус с некоторым натягом. Делайте это постепенно, если в вашем распоряжении всего одна подходящая по диаметру шайба. Надежно зафиксировать мелкую заготовку в пассатижах можно с помощью 10-15 витков прочной веревки, хотя диаметр отверстия можно подогнать и с помощью надфиля. А этот прием я часто использую, чтобы не возиться с разметкой. Угол заточки этого кернера около 45 градусов. Теперь мы можем просверлить отверстие и снять заусенцы. Также нам нужно отрезать 10 мм от 5-мм секции антенны. Цилиндр одноразового шприца будет служить нам и воздухозаборником, и штуцером, и местом крепления жиклера. Сначала мы разметим положение отверстий воздухозаборника с помощью шаблона, а затем проплавим отверстие паяльником с коническим жалом. Теперь мы можем удалить край цилиндра этого шприца. Хлопковая или льняная нить обеспечит плотное, но подвижное соединение воздухозаборника с корпусом горелки, что позволит нам в дальнейшем управлять потоком воздуха. Край горелки со стороны сопла сильно нагревается. Я решил эту проблему с помощью небольшого радиатора, выполненного из дюралюминия. Этот радиатор защищает руки от ожога, а поверхность стола от повреждения в разных непредвиденных ситуациях. Много лет назад, когда транзисторы производили в круглых металлических корпусах, радиолюбители выгибали такие радиаторы из консервных банок. Так что вы можете считать, что получили привет из далекого прошлого. Запрессуем трубку в шайбу, и наше сопло будет готово. Я использовал одну из секций антенны, чтобы запрессовать сопло в корпус горелки. В качестве жиклера я предлагаю вам использовать иглу от инсулинового шприца. Диаметр отверстия в такой игле всего 0,15 мм. Я закрепил иглу от инсулинового шприца с помощью отрезка монтажной полихлорвиниловой трубки диаметром 2,5 мм. Но вы можете активировать свой творческий потенциал и найти другое решение. Ну а тут вроде объяснять нечего. Мы просто стыкуем все три собранных ранее узла между собой и получаем миниатюрную инжекционную газовую горелку. Чтобы подключить нашу горелку к газовому баллончику, вы можете воспользоваться моим оригинальным приемом. Я сначала надеваю трубку от медицинской капельницы на конус от иглы, а потом креплю трубку нитью, пропитанной клеем или лаком. А сейчас я вам продемонстрирую работу этой газовой горелки. Количество используемого горелкой газа определяется диаметром отверстия в игле и длиной самой иглы. Интенсивностью же пламени инжекционной горелки можно управлять, меняя величину притока воздуха. Как видите, эта горелка может легко расплавить алюминиевую проволоку. Горелка также справляется и с медной проволокой.
При желании вы можете даже разогреть небольшое количество стекла и придать ему требуемую форму. Но для этого вам потребуется обладать сноровкой, которой у меня, к сожалению, не оказалось. Если судить по цвету разогретой стальной проволоки, то температура пламени этой горелки близка к 1300 градусам по Цельсию. Поддержите канал подпиской, если хотите удержать канал на плаву. Творческих успехов вам, друзья!